Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals Zero Hour. Карта Вендетта. На верхней позиции Бойко, токсиновый генерал Глад, доктор Тракс. Ну а снизу начинает Фарго, классическая армия Китая. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайки, кто не подписался, подписывайтесь, бейте в колокол, а также подпишитесь на телеграм-канал и можете поддержать выход новых видео донатом. Все ссылки вы найдете в описании под видео. Два непримиримых соперника вновь сошлись в челлендже. Бойко, победитель мировой серии 2020 года, ну а Фарго, финалист 2021 года. Сильные противники, ну вы это, конечно же, знаете. Счет 2-0 в пользу Фарго. Бойко проигрывает, надо брать игру. Ну что ж, позиционка от Бойки. Поехал Саполтрак эту самую позиционку отменять, но есть подрывник, который может Саполтрак уничтожить, и он это делает. Тем временем рабочий с левого фланга побежал также тоннель устанавливать. Ну а Фарго тем временем установил 3 ресурсных центра, электростанцию и ставит военный завод. Дозер пока отъезжает назад. Можно, кстати, заминировать этот саплай и подъехать к Глашнику будет уже куда проблематично. Ну, на это деньги нужны, но я думаю, что стоит потратиться. Норка на центре готова, и ракетчики разбегаются по зданиям. Сейчас сюда подъезжать уже целая проблема для Фарго, но в принципе с помощью драконов можно весь этот момент расконтролить. Минус рабочий справа, Гатлинг идет вперед. Тем временем техничка поехала от Бойки. Кстати, он взял лычку в повышениях, и там 4 ракетчика, по всей видимости, сидит, либо 4 подрывника. Я думаю, что все-таки ракетчики. Гатлинг нарвался здесь на токсиновый тоннель, получал, плюс квад помог и пока что отступает. Тем временем перестрелка идет с Саполтраками, они отъезжают, естественно. Был, кстати, и подрывник, по всей видимости. Вот он здесь погиб. Но Саполтраки живы, но временно Фарго с этого саплая не добывает. Гатлинг идет к саплаю Бойки. Там есть подрывник, но он погибает. Гатлинг работает. Здесь тем временем вот еще интересный момент. Бойко копает тоннель справа. Очень хорошая позиция. Дай бог, чтобы он ее реализовал, конечно же. Везде заминировано, кстати говоря, да, все ресурсные центры сейчас заминированы у Фарго, и Бойко как бы аккуратно пытается подъехать, и всех ракетчиков потерял. Как это, извините, бездарно получилось. Высадился и сразу же потерял на Саполтраках. Но респект Фарго, круто отконтролировал этот момент. Техничка, естественно, пустая. И, кстати, филд. Выходит Хеликс. Фарго решил поиграть Хеликсом против Бойки, но, в принципе, хорошее решение, бороться с той же позиционкой. Ну и, опять же, навязать борьбу квадами, то есть мы не увидим токсиновых тех же скорпионов, тут будут онли квады, по всей видимости, и, соответственно, Бойке будет в какой-то степени сложнее, наверное. Ну, посмотрим. Может быть, я и ошибаюсь. Два Гатлинга всего лишь на левом фланге, и куча квадов, ракетчиков идут вперед бить саплай и Саполтраки. Но нужно быть аккуратным, ведь здесь мины, и всего лишь 4 Гатлинга идут Бойке противостоять. Саплай практически добит, но Бойко решил переключиться на юниты. Минус 1 квад, минус 2, пехота также погибает. На мой взгляд, это было сомнительным решением начинать бороться с юнитами. Фаргу Бойке нужно было все-таки, наверное, добивать саплай и даже, возможно, и отступать. Тем временем уже готово 2 Хеликса, один с ракетчиками, один с пропагандой, плюс драконы Гатлинги идут вперед бороться с позиционкой Бойки. Бойко, конечно, напортачил. Все-таки нужно было саплай уничтожать. Ну и тем временем, кстати, Бойко-то и на месте не стоит. Он справа настроил здесь 2 тоннеля, ставит 3-й. И идет вперед, пытается тут бороться с пехотой. Квады пытаются пробить по казарме, но все-таки решает отступить. Ну а слева все позиции практически почищены. Ну и последняя Норк, в принципе, закрывает. 3 Хеликса работают. Пробивается Гатлинг. 3 квада должны справляться. Практически, кстати, добили этот Гатлинг. Квад тут также каленый, кстати говоря. Но Бойко решает все-таки отступить. Хеликсы подлетают также на правый фланг. Готов еще один тоннель. И куча квадов просто выскакивает. Но вовремя Фарго реагирует. Свои Хеликсы, свою авиацию уводят обратно на базу. Но с этими позициями нужно что-то делать. Иначе они могут сыграть роковую, наверное, роль. Возможно, даже Бойко с помощью них-то и победит. Но, по всей видимости, Фарго этого не допустит. Уничтожается один из тоннелей. Здесь остается только берлога. Ну и
остался последний. Не так много тут юнитов. В принципе, такой армии, как у Фарго, можно все это полностью уничтожать. Да и плюс хеликсы помогут. Может быть, даже стоит и мигами поиграть. Ну, наверное, пока рановато. Что ж, подходит армия Фарго к последнему тоннелю бойки. И он полностью закрывается без каких-либо проблем. Слева дозер. Я так полагаю, что Фарго готовится выходить в 4-й ресурсный центр. Берлога минус. Здесь тем временем бойка ставит тоннель возле вышек. Возможно, будет выходить в захват. Ну и Стингер, конечно же, Стингер позиции, потому что хеликсы в воздухе плюс наземная армия. Очень крутой микс на самом деле. И я не вижу хорошей наземной армии от бойки, чтобы противостоять Фаргу. Квад уходит обратно в нору, а здесь драконы не помешают, чтобы эти домики уничтожить. Фарго собирается наступать, по всей видимости. Но здесь есть, кстати, от бойки тоннель неплохой. Есть юниты, можно сапла это пробить. Почему бы и нет? Еще один тоннель собирается строить верхний боец. Ну и поближе, конечно же, поближе попробовать дозер забрать, саплтаки, да и саплай убить. Но есть хеликсы. Есть хеликсы, которые очень хорошо, очень молниеносно, очень быстро реагируют на все эти моменты. И всю эту армию, в принципе, должны без потерь попытаться закрыть. Надеюсь, что у Фарго это получится. Осталось убить только ракетчиков. И они почти они добили этот хеликс. Но он выживает. Бойко не успел все-таки забрать этот юнит. А Фарго очень круто контролирует. Что ж, здесь осталось убить дом и добить берлогу. На центре позиции у бойки уничтожены. Слева также все позиции потеряны. И справа Нор под базой. Здесь Фаргу также нет. Выход в пропаганду. Есть командный центр. Я так полагаю, что готовится еще один хеликс. Много очень пехотинцев сейчас стоит. Тем временем хеликсы слева. Ну, правильно, в принципе, один-то хеликс все-таки был потерян. Поэтому придется подспамить новый. И куча квадов по правому флангу идет вперед. И это у нас токсиновый генерал. Ну и Фаргу, слушайте, тоже предпринимает, я так полагаю, попытку атаки. И уже третий раунд с нижнего бойца, и полетела ковровая бомбардировка плюс арт-удар. Бойко пока отступает. Здесь был танк-дракон, он уничтожен и пытается тем временем перехватить Бойко ковровку. Артиллерия прилетела на завод, саплай, и ковровка сбита. Все-таки Бойко смог это сделать, но наземная атака продолжается. Минус саплай, минус стингер, минус нора были на левом фланге. И наступление идет вперед. Минус стингер. Много квадов на самом деле. Военный завод не добит, восстанавливается. Саплай надо чинить с помощью рабочих. Хеликсы пытаются подлететь, но много квадов. Есть вероятность того, что просто все эти хеликсы будут уничтожены. Поэтому Фарго не рискует и улетает обратно на базу. Нужно заказывать еще один. А вот он как раз таки. Но он подкеливается, чинится здесь, видимо, где-то уже успел наполучать. И вновь в позиции справа. Вновь Бойко копает два тоннеля и будет именно здесь пробовать разворачивать новое наступление, по всей видимости. И захват вышки через Лотос. И есть красногвардейцы. Кстати, интересный момент. У красногвардейцев-то изучен захват, но по итогу Фарго все-таки через Лотос вышку захватил. Не знаю, как это произошло, но как есть, так и есть. Разжигает стена огня с помощью двух драконов, чтобы глашнику было куда сложнее под эти вышки подъехать. Ну и плюс справа здесь домик. Еще один тоннель Бойко раскапывает. И, кстати, у Бойки-то два завода, и до сих пор нет дворца. Пока, видимо, не до этого. Как бы и саплай уничтожили, позиции были убиты, и по юнитам как бы страдает. И пошел вперед. Пошел вперед красный боец под красным цветом, наверное, лучше будет так сказать. Бойко наступает. Бьет саплай, пропаганда. Здорово, хорошее наступление на самом деле. А где же все юниты Фарго? Тем временем хеликсы полетели. Хеликсы полетели. А куда хеликсы-то? А куда хеликсы? Так они попадают под шквальный огонь. Минус один, минус второй. Последний хеликс осталось убить. Здесь Стингер достает, но он отлетает, надо высаживаться. Ну и здесь у Фарго, кстати, проблемы. Фарго на проблему, у него нет КЦ, у него нет саплая, нет пропаганды. Миги в воздухе, кстати, появляются. Хеликс полетел. Куда? Его ведь надо хотя бы ракетчиками загрузить. Ну да, окей, высадился здесь Фарго, но Бойко справляется. Вот это вот очень опрометчивый был поступок от Фарго предпринять такую атаку, контратаку, может быть, хотел. Подумал, может быть, сейчас возьмет Бойко и уйдет обратно на базу, но нет, там было чем отбиться, в принципе.
Ну, Фарго очень сильно пострадал на самом деле. И минус авиация, и минус команды центр. Нет времени повышений. Пропаганду надо восстанавливать. Сапплай надо восстанавливать. Печально. Очень печально на самом деле. Но не смертельно. В целом можно еще продолжать драться. Ну, а у Бойки тем временем есть, наверное, какая-то передышка. Он ставит как раз-таки дворец вот в этот самый момент. И вновь атака. Вновь атака от Гла. Квады идут вперед. Ну, на танк дракон, минус Гатлинг. Ну, бей завод. Завод, по всей видимости, будет уничтожен. Фаргу не успевает его продать и сразу же перестраивается. Бьется сапплай. Остальные квады, я так полагаю, решили прикрывать. И все-таки вновь Бойко ввязывается в перестрелку с юнитами. И довольно успешно, но есть миги, которые по очереди по одному кваду выцепляют. И Фаргу побеждает в этой дуэли. Перестроил, кстати, военный завод. Поставил бункер, ну и может туда ракетчиков посадить. А может быть есть смысл подспамить Хеликсы, ведь есть на это деньги. А тут Лотос тем временем забежать хотела. Возможно, Фаргу отвлекся на эту атаку от Бойки. Забыл про свой Лотос, и Лотос просто здесь погибла. Очень жаль для Фаргу, конечно. Она ведь могла очень много чего сделать. Ну и что ж, атака. Атака на вышку, я так полагаю. Минус дракон. Минус второй, здесь токсиновый ребель бегает, и можно вышку перехватывать. Не собирается Бойко, по всей видимости, ее уничтожать. Сразу же ставит каркас на рей, и миги залетают. Пробивают по квадам, и с потерями все ж таки. Минус один миг у Фарго, и дракон пошел вперед. Пошел вперед дракон, тут токсиновый ребель с 3 лычками, он вышел, и все-таки решается Бойко эту вышку добить. Добить через квады. Ну и норку даже ставить не стал. А здесь токсиновые ребеля, интересно, для чего они стоят, пока непонятно. Но, возможно, найдет Бойко им какое-либо применение. Ну и 3 норы справа. 3 норы справа, с которыми пока Фаргу ничего не делает. А что по ресурсам? Сапплай восстановлен. Слева ресурсный центр. Все, отработал. Здесь еще есть ковровка пошла. И артиллерия полетела вновь на базу. Вновь на базу в Бойке. Миги работают. Минус 1 нора есть. Ковровая бомбардировка. Близко сильно подъезжать не надо. Можно получить friendly fire. Здорово. Хорошо здесь, в принципе, Бойко Фаргу расправился. Ну, нужно добивать. Ну и артиллерия. Артиллерия по сапплаю временно он не добывает. И мины под военный завод. Но с помощью рабочего Бойко сейчас будет делать разминирование, конечно же, берлоги. Нужно добивать, иначе норы вновь отстроятся. Миги сидят у себя на аэродроме, но надо бы их в воздух. Причем он еще и заминирован, кстати говоря. Надо, чтобы они всегда были в воздухе, на всякий пожарный. Да и реагируют при этом при всем они так куда побыстрее. 2 дракона справа от Фарго. Еще один дракон плюс гатлинги также идут вперед. На базе собирается новая армия, миги в воздухе, еще один филд строится, ну и новых хеликсов пока, я так полагаю, не предвидится. И вот слева норка хорошая. Правда, она в аккурат под стационарным гатлингом, и, кстати, пропаганда строится. То есть до сих пор пропаганды, что ли, не было. Есть командный центр, но пока не изучен грейд на радар. Квады работают, много квадов, кстати говоря, плюс ракетчики помогают. Ну и до свидания, я так понимаю, да. Минус гатлинг. Миги. Пока не решается на выстрел и разжигать стена огня. Ну вот же нужно стрелять. По домику бьет. Домик сжигается. Здесь дракон работает. Но нужно им идти вперед. И здесь также дракон подходит. Гатлингов куча. А слева Бойко тем временем наступает. Ну, сапплай-то можно было бы и продать. Дозер бы можно было также бы спасти. Под Гатлинга его сюда завести. Он должен справиться, в принципе, с этими квадами. Ну и разжигается стенка. Только надо бы подкомандить, конечно же. Гатлинги идут вперед. Бойко тем временем вложился во вторичную экономику, но решил в итоге отменить это строительство. И вот только 2 черных рынка у него осталось. Сапплай-то есть, только рабочих бы добавить. Здесь короткие еще есть что добывать. Есть еще вышка, еще по ресурсам нормально все угла. В принципе, так. Минус командный центр, нужно перестраиваться. Бойко пока без повышений. Кстати, по рангу-то не так и далеко друг от друга ушли. У Бойки вот-вот будет 5-й, у Фарго уже 5-й. Здорово. Достаточно равная игра, на самом деле, по крайней мере, так как я это вижу. И 3 дракона пошли норку и вышку Бойки уничтожать. Правда, с потерями. Минус 1 танк-дракон. Ну, неплохо. И перехваченный дракон. Слушайте, Бойко перехватил дракон. Хотел военный завод сжечь, но не дали. Миги в воздухе, миги все видят. А здесь тем временем
стоят гатлинги, никуда не едут. И перехват, кстати, воровство денег только что было. Взял это Фарго себе в повышениях и своровал Бойко танк Дракон. И повышения пошли. Ковровая бомбардировка плюс Эми бомба, по всей видимости. Не удалось добить до конца черный рынок, но военные заводы пока не получится из них что-либо вывести. Они в блоке. Миги поработали. И причем по батлбассу и уничтожен. Уничтожен вместе с пехотой, один только ракетчик остался. И труповоз даже появляется у Фарго. И 4 танка Дракона. Слева 2 норы. Вот плохо, что хеликсов нет на самом деле. Но есть хотя бы миги. Можно попробовать с позиционкой посражаться. И, кстати говоря, распродажа военного завода. И что по ресурсам у бойца под синим цветом, что у китайца. У него один сапплай на базе добывает. Никакой вторичной экономики. Это плохо сейчас для китайца на самом деле. У Бойки есть сапплай. Есть еще вот здесь коробки, правда, их не подобываешь, тут дракон работает. И есть, ну, раз черный рынок. И вот второй сейчас отстроится. И токсобомба пошла. Токсобомба, которая в аккурат перекрывает труповоз. Но драконы выжили. По крайней мере, те, что здесь выше по карте. Там тем временем Джарман бежит, можно пилота отстрелить. А этому дракону, видимо, GG. Да, он в токсинах здесь погибает. Тут тем временем норку хотел построить Бойко, да ну как, отстроил он ее, в принципе, ракетчиков по зданиям рассадил, но драконы работают, и минус здания с помощью, минус норка с помощью мигов и минус ракетчики с помощью драконов. Что ж, уничтожили одного из пилотов, видимо, Джарман Келл здесь помог, и мины зачем-то сюда Фарго прокинул, я пока не понимаю для чего, видимо, чтобы дракон не украли, но... Украдут, и открывается скрытая атака у Бойки. 5-й ранг. Токсобомбу он уже использовал. Выходит квад, да, миги окей, поработали. Квад минус, ну слушайте, все-таки выползает Бойко, но не совсем удачно, наверное. Потерял какую-то часть армии, но жива. Жива скрытая атака, юниты выходят, разжигается стена огня, работает танк-дракон. Квадами надо добивать миги. Миг минус есть. Филд есть минус. И под сапплай вышел Бойко. Здесь тем временем Фарго разжигает стену огня. Слушайте, хочет убить казарму. И он это делает, кстати говоря. Здесь рабочий подкомандник. И все, и Фарго принимает решение сдаться. Бойко берет эту игру. Не, на самом деле, на мой взгляд, игра была очень равная. Ножка в ножку так шли бойцы. Но Бойко все-таки оказался сильнее. У него и с экономикой было куда удачнее. И, видимо, с терпением тоже у него было. Хорошо, Фарго очень сильно давил, на мой взгляд. Но Бойко все-таки победил. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарий, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал, подпишитесь на группу ВКонтакте CNC Series и заходите на сайт Game Replays. Ну а с вами был Алекс, играйте в генералы.